Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня очередная часть видео о моей коллекции раскрасок. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я в этот раз не только показываю сами раскраски, но также листаю их. Но я снимаю видео 15 апреля, а выйдут все эти части гораздо позже. В общем, давайте приступим. Я сейчас приготовила вот такую стопочку раскрасок из серии «Я люблю раскрашивать». Сейчас я опущу штатив. Ну и мы приступим. Значит, я люблю раскрашивать фламинго. Эту раскраску мне подарила Виолетта. Привет тебе, огромное спасибо. Замечательная раскраска. Мне ее Виолетта подарила на день рождения 15 марта 2021 года. Вот. Я вообще в восторге от этой раскраски. Ну, во-первых, маленький формат, вот это вот оформление мятное, и она такая вся уютная, летняя, и я ее очень часто брала с собой в парк на прогулку, в парк Ходынское поле. Я очень надеюсь, что и этим летом получится делать то же самое. А у меня очень много одежды летней вот в таких тонах, так что это особенно прекрасно. Вот. Ну и, конечно же, я в ней раскрашиваю. Зимой я немножко притормозила, но суть не в сезонах, естественно, ну а просто потому, что много разных раскрасок, во-первых. Во-вторых, как вы понимаете, как вот начинаются новогодние праздники, все эти вот моменты, что очень много тематического раскрашивания. Поэтому, конечно же, немножко тормозится. Вот. Сразу напомню, ну, для тех, кто, может быть, смотрит это видео и не смотрел другие части впервые на моем канале, у меня камера нормально передает все цвета, но вот именно с сухой пастелью, ну, никак не дружит и выглядит все бледнее, поэтому имейте это в виду. Так, ну и дальше давайте я все-таки буду листать с конца, мне так удобнее. Вот еще такая иллюстрация, я как раз ее в парке раскрашивала. Я здесь использовала акварельные карандаши Vista Artista, потому что я их беру, именно их на прогулку. Хотя у меня, вот, например, большой набор 72 цвета Монделузов, который мне нравится. И также есть маленький набор, я бы могла его брать. Но у Vista Artista есть такой плюс. Во-первых, если, к примеру, обводить контур, а потом размывать, то Vista Artista размывается гораздо лучше в таких целях. Более того, они могут быть использованы в чистом виде, хотя вообще по умолчанию акварельные карандаши, они создавались для смешанных техник, то есть можно полностью размывать, можно не размывать, можно частично размывать и делать всякие очень интересные эффекты. Но вот именно эти карандаши, они как размываются классно, так и в чистом виде у них, если раскрашивать, то никогда не скажешь, что это типа акварельные карандаши. Вот. Вот это я тоже раскрашивала на прогулке в парке. Я перед этим заходила в Леонардо. Мне приложение «Активный гражданин» подарили сертификат на 500 рублей, и я там покупала дервент всякие разные. Вот этот дервент, который размывается, но это не watercolor, и очень-очень классно. А здесь пастельные карандаши Берлинга, я их тоже брала на прогулку. В общем, как-то так. Замечательно просто. Сейчас посмотрим, что здесь еще раскрашено. Ну, то есть, да, по сути дела, прошел уже чуть больше года. Здесь не так много. Но, повторюсь, за летом, когда начинается осень, уже идет столько тематического раскрашивания, что не успеваешь. Вот еще такая иллюстрация. По-моему, я ее, да, тоже на прогулке Vista Artista раскрашивала. Даже помню место, где я сидела. А начала я раскраску, наверное, вот с этой иллюстрации. Как раз типа день рождения, все такое. Прям получилось и начать раскраску, и
вроде бы как тематическое раскрашивание. И вот еще такая иллюстрация, вот где ее красила, не помню. Дома или в Питере, на даче. Следующая раскраска — это я люблю раскрашивать морских единорогов. Ну, кстати, да, здесь будет не только серия «Я люблю раскрашивать», тем более как таковую я особенно-то ее не собираю. Вот. Это подарок от Марины и Юли. Канал Маринины раскраски и канал Полка с раскрасками. Вот. Кстати говоря, да, мы здесь раскрашиваем вместе с Мариной и с Оксаной. Девчонки, привет вам. Спасибо за совместное раскрашивание. Правда, у нас, по-моему, на год было распланировано. И да, и я что-то... Ну, вроде как я в основном все соблюдала, а потом... Ну да, наверное, потом мы просто больше не продлевали. Ладно, давайте я тоже с самого конца начну. Тоже очень классная раскрасочка. Так. Вот. Ну, такая вот. Что-то я сама красила, но большую часть мы вот с Мариной, с Оксаной красили. Вот еще иллюстрация. Одна из последних вот эта. Мне безумно нравится вот эта иллюстрация. Единорожку я раскрашивала акварельными, ой, не акварельными, а просто маркерами спиртовыми. Вот. Фон я делала фломастерами и размывала водой. А цветы я, видите, раскрашивала гуашью, такими мазочками. И получилось вот очень фактурно. Мне понравилось. Далее... вот это, ну, здесь тоже всякие там и блестки, фломастеры вот эти блестящие. Дальше вот это. Пока что нужно вытащить отсюда, слишком уже много этих закладок, они где-нибудь в другом месте пригодятся. Шарик такой новогодний. Да, вот здесь я, к сожалению, забыла подложить и, как видите, попортила, но ничего, исправлю как-нибудь. Вот. А здесь я еще, знаете, что использовала сначала маркер спиртовой, а потом маркер нулевку использовала. Вон он там у меня лежит. А вот это штабила деко, кажется. Ну и, соответственно, гелевые ручки. Но эта раскраска у меня подольше, чем фламинго, поэтому она побольше заполнена. Вот. Так, что тут у нас еще есть? Вот такая иллюстрация. Мне вообще очень нравится раскрашивать вот эти вот рожки. Здесь тоже я использовала нулевку. Тут идут, ну, фон фломастеры с размытием. Ну, здесь черный маркер, не помню какой, Шарпи или Мазари, или второй, который, вот это Мазари, это еще какая-то марка. Вот, ну типа как стикеры. И вот тут металлик. Вот такая иллюстрация, тоже простенькая, пастельная. Здесь в жизни чуть-чуть ярче. Здесь вот маркеры серые, перламутровая акварель, маркер нулевка, гелевые ручки. Здесь, походу, тоже, наверное, фломастеры размывала. И тоже использовала нулевку. Вот. Начала я ее 13-го, кстати, слушайте, а я ее 13 февраля начала 21 года. То есть я к тому, что немногим раньше она у меня
По сути, она у меня, грубо говоря, на месяц, получается, раньше появилась. Ну, видимо, за счет совместного раскрашивания. Вот. Есть еще, я люблю раскрашивать, вот такая вот. Здесь уже двусторонняя иллюстрация, ее мне подарила Марина и Юля 21 июня 2021 года, и начала ее 22 июня. Вот. По-моему, они мне ее подарили за заказ. Я что-то покупала, и девчонки предложили выбрать мне подарок. Вроде как-то так. Спасибо огромное, это очень приятно. Ну вот, я раскрашивала ашановскими карандашами. Я ими всегда такие вещи раскрашиваю, кажется, как под дерево. Вообще, ашановский набор 50 цветов, он шикарен. Там есть, да, они пожестче, чем Fix Price, но там есть такие оттенки потрясающие. Вот Clay Yellow, Yellow Ochra. Причем у них охра лучше, чем, я не знаю, у полихромосов или еще у чего-то. Помимо этого, там есть карандаш кофейный, который тоже потрясный. А, например, оранжевые карандаши, они значительно лучше фикс-прайсовских, именно по оттенку имеется в виду. Да, чуть жестче, но это ничего не, как бы, не минус. Вот, они дают яркие и очень красивые такие естественные цвета. Вот. Ну, собственно говоря, нужно будет что-то здесь еще пораскрашивать. Следующая это вот такая, она у меня первая появилась. Я люблю раскрашивать единорогов. По-моему, я ее сама себе покупала. Вот. И я тогда, конечно же, взахлеб ее раскрашивала, потому что односторонние иллюстрации, такой простенький маленький формат, можно разгуляться чем угодно. Тут и блестки, и вот эти вот Giotto Turbo Glitter, да все что угодно. Это так здорово было. И одно время я прям постоянно раскрашивала, я и думала, закончу быстро, потому что я прям вот по порядку как села, так и красила. Я брала ее с собой в Питер регулярно, красила в поезде, красила там дома, на даче, на озере. Вот. Она мне до сих пор нравится, но, повторюсь, все больше и больше появляется раскрасок, и везде что-то хочется начинать, пробовать. И, ну, когда вот я составляла планы на месяц, то я охватывала по 60 раскрасок в месяц. Но сейчас я немножко планы не составляю на какое-то время, хотя, может быть, и вообще не буду составлять, я не знаю. Пока мне не хочется. При этом я также раскрашиваю, все такое. Но я немножко, да, сбавила темпы, но на то есть свои причины. Это мне не то, что как-то мне надоело, еще что-то, но вот так получается. Потому что, к сожалению, сейчас вот в связи с этой непоняткой с Ютубом очень много возни. Когда боишься за контент, пытаешься его как-то спасти, не понимаешь, сможешь ли ты загружать на YouTube, потому что, ну, грубо говоря, даже если какое-то время там вообще не будет, не дай бог, монетизации, еще что-то, я в любом случае буду снимать, но вопрос в том, смогу я загрузить, не смогу я загрузить. Поэтому вот сейчас я вынуждена, помимо того, что спасать контент, как-то еще выкручиваться. Я должна еще вот эти видео сейчас я снимаю впрок, чтобы загрузить, подписать и хотя бы в случае чего поставить видео на отложенный формат, чтобы там 1-2 видео в неделю выходило, и хотя бы пару месяцев как-то выкручиваться. Вот. Потому что, да, для меня YouTube и работа, но это и хобби, это удовольствие. Ну, собственно, для меня как-то, знаете, понятие работы и удовольствия, оно всегда было совместимо. Потому что, не знаю, у меня и папа любил свою работу, и мама любила свою работу. Вот. Вот эту раскраску уже, в общем-то, можно спокойно закончить, потому что большая часть иллюстраций здесь раскрашена. Я не помню, я считала, сколько здесь осталось.
Ну так вот, а помимо этого, поскольку сейчас YouTube хоть и приносит доход, но на 80% меньше, то это ж надо как-то компенсировать. Ух ты! Я что-то не поняла. Минутку. Вот она печаль. Здесь выцвела. Ну, то есть я точно не могла не раскрасить. Это прям, ну, 100% я не могла здесь пропустить, не раскрасить. А то чувство, когда вот... Ну ладно, я сейчас прямо это закончу снимать видео, здесь доделаю. Я даже сразу вот переложу закладку, чтобы потом не искать. И, в общем, сейчас не знаешь, за что хвататься. Помимо этого надо снимать обычные хобби-влоги, лайф-влоги. Там... Это я, по-моему, в Сапсане ехала, раскрашивала. Вот эта мне иллюстрация очень нравится. Это как раз вот эти рожки я обожаю красить. На этой иллюстрации я это поняла. Какую-то иллюстрацию мы здесь, по-моему, с Валентиной Хобби с Ютопия скрасили вместе. Вот этот фон мне нравится. Там, где единорожка с зеркалом. То ли я ее пролистала, то ли она еще будет. Не помню, это я, кажется, на озере, может быть, красила. Вот это я точно, по-моему, в 18-м году или в 19-м на озере красила. Я еще сидела на кораблике, там на пляже, у меня есть даже фотки. И вот там я красила. Вот такая. Вот, слушайте, как приятно. Купишь раскраску — удовольствие, листаешь ее — удовольствие. Потом перелистываешь иллюстрации, еще всплывают какие-то эмоции. Это тоже, кстати, раскрашено. Вот. Это, конечно, очень здорово. В общем, раскраски дарят нам всегда столько позитива. И еще у меня есть вот такая со склада за, наверное, рублей 30 книжка-разукрашка с красивыми картинками. Ну, здесь у меня не так много, конечно, сделано. Я не знаю, они очень милые, но за полную стоимость я бы их не взяла. А вот за там 30 рублей почему бы не взять? Ну вот я здесь раскрасила. Так, иногда побаловаться. Ну, на какую-то тему, когда нужно раскрасить, и вот тут можно поискать что-то. Вот ведьмочка на Хэллоуин на какой-то красила, я не помню на какой. Вот еще тут, видите, иллюстрация. Такая вот. А так, ну и из этой же серии еще с озорными картинками, хотя в этой серии там еще были как минимум одна раскраска, а может быть и больше. Вот. Но я так вот именно периодически раскрашиваю. Вот, видимо, на какую-то осеннюю тематику красила. Фон масляной пастелью. Здесь, наверное, может быть полихромосы, может быть и нет. Чтоб под руку попалось, то есть я как-то... Так, вот на Хэллоуин тоже. Такая вот. Вот еще раскрашена. Вот здесь как-то побольше раскрашено у меня. Есть в моей коллекции еще литературные раскраски. Омар Хайям о любви. Сейчас посмотрим. Вообще раскраски очень даже неплохие. Не помню, где я их покупала, возможно, на складе. Так. Сейчас посмотрим, раскрашивала ли я что-то здесь или нет. Какую-то из них я точно начинала. У меня их несколько, но... Нет, это уже было, это примеры. По ходу действия, что это у меня раскраска не начата. Есть еще китайская мудрость Конфуции. В
принципе, вполне вероятно, что я могу пролистать, даже не заметить, раскрашено, не раскрашено. Но мне кажется, что... Ну, получается, здесь я тоже ее не начинала. Сама раскраска мне очень нравится. Так, а это что, обложка, что ли, такая? Странно. Сейчас, минутку. Просто даже интересно. Походу, обложка. Ладно. И третья раскраска Лев Толстой. Мудрые мысли на каждый день. Посмотрим, может быть, здесь. Так. Да, вот это я раскрасила. Точно. Это называется раскраска хорошая, но я в ней не крашу. Ну, в общем, как-то так. Еще в оставшееся время покажу здесь вот две такие раскраски, соедини по точкам. Но у меня не задалось с этой раскраской. Ну, по точкам я, знаете, могу иногда раскрашивать в поезде, но это что-нибудь такое попроще, вот именно скоротать время. Потому что так вот я берусь и не заканчиваю, потому что, ну я не знаю. В общем, не лежит у меня душа, и все. И еще есть города мира. Это животные, вот как раз города мира. Ну, тут вот даже вот это я не досоединяла. Хотя, казалось бы, статуя Христа Искупителя. Уже заговариваюсь, у меня по счету, я не знаю, 11-е видео или еще какое. В общем, как-то так. Может быть, потом со временем изменю мнение об этой раскраске. И сейчас покажу еще 3 раскраски от издательства Клевер. Серия «Увлекательная прогулка» про Санкт-Петербург. Но там тоже, в общем-то, практически ничего не раскрашено. Купила, потому как, ну, как Бразилия, так и Санкт-Петербург. Что увижу, к тому руки тянутся. А в принципе она мне не понравилась. Значит, императорский Петербург. Ну, дело в том, что тут даны примеры. То, что пример, знаете, вот то, что задан где-то фон, причем полностью, это классно. А вот то, что вот так вот заданы примеры, это мне не нравится, потому что подобрать даже при обилии всего очень сложно. И получается, что будет выбиваться. И когда вот это понимаешь, то красить-то и не хочется. Можно было, ну не знаю, здесь же вот есть текст. Можно было сделать какие-то сноски аккуратненько там, я не знаю, как-то придумать это сделать. Потому что я говорю, вот вода, вот этот фон, это все очень здорово. А вот все остальное, вот когда здания начинают, это ужас. Поэтому, ну, тут вот я пораскрашивала где-то. Короче, я даже, знаете, я просто бегло пролистаю и все. Чисто поперелистывать раскраску дальше, просто Санкт-Петербург. Здесь многое повторяется. Чисто поперелистывать, почитать, это здорово. Но раскрашивать нет. Ну вот тоже тут побаловалась. Но в итоге я поняла, что я не хочу так баловаться, потому что всегда остается какой-то осадочек после. И вот здесь я раскрашивала. Ну, вроде тут что-то я, да, пораскрашивала. Нет, ну, видите, можно как-то раскрашивать. Но я поймала себя на мысли, вот еще раскрашено, что мне как-то это не заходит, пусть останется чисто как вот полистать. Живописный Санкт-Петербург. Ну, тоже все вот в таком вот стиле. Тут вот было мной раскрашено, вот тут как раз я и не подобрала оттенок. Здесь вот кое-как тоже не подобрано. На тот момент у меня еще не было
Ну, у меня уже было много канцелярии, но не столько, сколько сейчас. Ну и потом все-таки начнем, ну, видите, здесь полосила. Начнем с того, что еще и иллюстрации здесь двусторонние. То есть, если бы это были бы односторонние иллюстрации, можно было бы использовать как минимум маркеры, которых у меня достаточное количество, и четко можно было бы подобрать цвета. А так, ну, это просто сложно и не хочется делать. Это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки. В принципе, на Дзене, на Рутубе, ВКонтакте у меня тот же самый ник Ирина Манинья Еличана. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, интересных раскрасок, хорошей канцелярии, чтобы она вас не подводила, всегда радовала. До скорой встречи, пока-пока.